Привет, друзья! Решил вот ответить на ваши вопросы. Ну и не дома, а решил немного сходить в лес. Так, погуляем, посидим, пообщаемся. Сейчас схожу еще своего знакомого рябчика проверю. Ну, вопросов, в принципе, немного, одни и те же. Где искать лунки? В какое время искать? Как искать? То есть тактика поиска. Ну и другое уже, то есть там оружие, как подходить и так далее. Ну вот начну сейчас с ответов, как искать лунки. Для того, чтобы отыскать тетерева, нужно понимать его биологию. Зимой эта птица сбивается в стаи и питается в основном березовыми сережками и почками. Набивает себе зоб и начинает искать себе место для ночевки в снегу, как обычно, как правило. Косач любит места такие, чтобы было где полетать, то есть это должны быть какие-то поля, опушки, недалеко от леса, вырубки. Желательно, чтобы там были кормовые березы, это большие с висящими этими сережками, чтобы было ему что позавтракать. Опять же, должно быть много снега, то есть это должно быть какое-то место такое, либо язык какой-то, либо выступающий где-то на опушке леса. Очень он любит какие-то мелкие подросты, вот, например, как вы видели в прошлом ролике, то есть это какие-то елочки, сосенки, молодой березняк, поросли березняка. Обычно он сильно глубоко в лес не забирается, то есть в лесу его искать смысла нет, надо вот вдоль кромки поля. Если у вас больше полей, околки, то это надо, значит, искать где-то между околками, на краю, на опушках, вот здесь вот в таких местах. Бывает, конечно, что и среди поля он лунится, но это очень редко бывает. А в лесу, если в таежной местности, вот как здесь, например, это надо вот вырубки какие-то искать. Можно по старым дорогам ходить. Вот я сейчас шел вдоль дороги, много старых лунок находил. Если вы охотитесь в этих местах и знаете, где вы их встречали весной, если у вас есть там наметки, где были такая их весенние, осенью, где птица держится. Он более-менее оседлый, он будет где-то примерно в одном районе находиться. Так, второй вопрос. В какое время суток лучше ходить по косачу? Ну, с утра. Можно, конечно, ходить с утра еще по темноте. Был у меня и такой опыт, что с утра еще по сумеркам. Но это надо успевать где-то сейчас, если начало февраля, где-то к 9 часам утра он уже будет взлетать. Потому что он уже за ночь насиделся в лунке, ему хочется полетать, вылететь наружу. Он уже голодный, сидит очень чутко, сторожка, и к нему подойти очень тяжело. Я предпочитаю охотиться после обеда. Начинать можно где-то часа в 2 дня, выходить спокойно, ну, быть уже на месте, осмотреться. Если день теплый, солнечный, косачи могут очень долго сидеть на деревьях, кормиться, греться. Либо сидеть на кустах внизу, либо сверху на снегу, верхние лунки так называемые делать. Вы можете увидеть, засечь, где они в это время кормятся и где будут ночевать. Ну а если день такой мрачный, то есть получается пасмурный, с ветром, если мороз, то к 2 часам дням они уже точно уже начинают залегать, и пока вы дойдете до них, будет уже часа 3-4. В это время он уже обсидится, и можно очень хорошо близко к нему подойти. Теперь по тактике охоты. Как именно искать? Если вы знаете, где они живут, где кормятся, где примерно ночуют. Но если у вас еще опыта маловато, я бы посоветовал приезжать в поля пораньше. Можно часов в 10, в 11 с собой иметь бинокль, терпение, там, взять с собой термос, бутербродики. Выезжаете, если есть дороги, вдоль там степные накатанные, вообще прекрасно, лесные. Выезжаете, осматриваете, смотрите, часов в 11-12 они уже вот будут 100% сидеть на березах, кормиться в это время. Проезжаете, смотрите, где они сидят, наблюдаете, куда они полетели, куда они... Иногда я даже видел раньше, я так делал, можно даже заметить, на какую поляну они упали, и потом уже к ним туда подойти. Часа через 2. Когда ходите, запоминайте, где вы их видели, где были лунки в прошлые годы, в этот раз, в прошлом месяце. Они всегда где-то рядом, на тех же местах будут луниться. У меня вот есть место, в котором из года в год я приезжаю, и практически на одном и том же месте, на той же полянке, обязательно где-то в окрестностях могу их найти.
По поводу того, как подходить. Ну, а когда подходите, ну, по моим роликам вы видели, как это получается. То есть, когда отстрелялся, обязательно сразу перезарядиться, потому что много есть еще косачей, тетеревов, которые выжидают. Так, по поводу того, где они именно по местностям, конкретно, где они делают себе лунки. Надо смотреть северные и северо-восточные стороны опушек, опять же, тех околков, полей, лужаек. То есть у них инстинкт развит, что на солнце корка, и поэтому они предпочитают какие-то теневые, несолнечные места, где много снега. При всем при этом необходимо еще учитывать фактор погоды и местности. То есть какая у вас местность, какая у вас погода стоит. Всегда нужно понимать, что когда мороз, они не будут долго сидеть наверху, кормиться. То есть в это время у птицы режим очень простой. Она вылетела, 2 часа покормилась и опять в лунке начинает ночевать. Если будет солнечная теплая погода, то кормиться они будут долго и потом могут долго греться, сидеть на кустах. Вот. Опять же, если тепло, но ветер, это опять же не будут они сидеть. То есть надо учитывать комфортные или некомфортные условия для того, чтобы понежиться на солнышке, то есть там им как-то посидеть, посмотреть. В целом ничего сложного в этом нет. Нужно просто, как правильно Евгений написал там в комментарии, что там спрашивать, надо просто ходить. Ну, ходить-то, конечно, надо много, но и немножко надо знать, как это все делается. Смотрите мои ролики, там, в принципе, все видно, все понятно, где они могут. Опыт этот можно перенимать, никуда не ходя, а просто сидеть на диване и смотреть. По поводу оружия в патронах, ну, здесь каждый сам выбирает. Кто-то пятизарядки. Вот я, например, последние несколько лет с полуавтоматом охочусь. Потому что бывает так, что за несколько выездов можно шанс отстреляться только один раз. Стреляю я не очень снайперски, поэтому запас патронов, он как бы карман не тянет. По поводу сужений, сильные не нужны, то есть подпускает он довольно-таки близко. У меня вот 0,75 закрученный для стальной дроби. Из патронов, ну, пятерка, в принципе, если нет кустов, если свободная, можно и пятеркой стрелять. Но зимой я предпочитаю дробь номер 3, самая универсальная. По рябчику, ну, по рябчику здесь немножко не так. Рябчик предпочитает кусты, он где-то в кустах, в березовых, в тальниках. Надо искать вдоль ручьев, опять же, небольшие полянки в лесу. Неплохо было бы знать, где они живут осенью, где вы встречали выводки, там их и искать. Но вот сейчас у меня есть один здесь привязанный, один раз по нему промазал. Я сколько раз к нему хожу, и постоянно он где-то в одном и том же месте лунится. Правда, ну, лунки я вижу, правда, свежие, ну, как, где он сидит, вот один раз только удалось его выловить. Ладно, что-то из меня оратор какой-то не очень. Наверное, больше у меня получается так, с экшн-камерой на голове показывать. От себя что пожелаю? Пока у кого еще охота открыта на тетерева, на рябчика, берите лыжи, берите ружье, хорошее настроение, с собой термосок и вперед искать лунки. Все у вас будет. Февраль самая охота по тетеревину. Всем пока.